В сегодняшнем видео посмотрим классический маникюр, покрытие гель-лаком под кутикулу, а также дизайн кошачий глаз. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Этот френчик относился уже 3 недели и пора его менять. Поэтому снимаю гель-лак фрезой кукурузка, как обычно, с синей насечкой. Снимаю гель-лак не полностью, все-таки чуть-чуть базы оставляю. Теперь опиливаю форму. Делаю я это, как всегда, пилочкой на 180 грит со сменными файлами. Форма у нас будет сегодня мягкий квадрат. И шлифую поверхность ногтя. Делаю это для того, чтобы выравнивание потом очень ровно и хорошо легло. – 14 ноября состоится мой онлайн-курс комбинированного и аппаратного педикюра. Максимум важной информации. Рассмотрим правильную и современную технику выполнения аппаратного педикюра и в каких случаях ее можно совместить с инструментами. Обработка пальчиков в аппаратной технике. Обработка стоп. Работа с использованием смарт-диска. Полировка стопы. Эстетическое покрытие в стык кутикуле и как сделать красивый блик и удачно сфотографировать свою работу. Расскажу о том, как не пропилить кожу и ногти, какие обороты фрезера выбирать для различных фрез. Пообщаемся в прямом эфире, отвечу на все вопросы. Трансляция будет проходить в программе Перископ. Подробная информация, инструкция, как подключиться и цена есть на моей страничке в Instagram и в описании к этому видео. Жду ваших заявочек в Instagram. Сегодня выполню классический маникюр. Перед тем, как опускать ручки в воду, наношу ремувер. Пользуюсь я солью. Делаю мацерацию в течение 2 минут и обрабатываю пальчики. Пушером подвигаю кутикулу, вычищаю лопаточкой птеригий. Хорошенько прочищаю, чтобы потом ровно шли ножнички. Завожу уголочки ножничек в правый синус. Двигаюсь одной полосочкой справа налево. И заканчиваю движение в левом синусе. Вот такой должен быть ровный срез. Далее остается лишь доработать все накожницами, проработать боковые валики, а также дочистить птеригий, где он остался. Не забывайте подписываться на мой канал и нажимайте на колокольчик. Так вы будете всегда в курсе моих новых интересных видео. Теперь будем покрывать ногти гель-лаком. На большом ноготке вы видите коричневую полосу. Это детская травма. Проявилась в таком виде. Обезжириваю ногти нейл-препом.
Прохожусь праймером и покрываю базой выравнивающим слоем. Я пользуюсь раббер базой Milano. Ставлю базу ближе к центру, подтягиваю к кутикуле и растягиваю к торцу. Обязательно переворачиваю ручку, чтобы база слегка растеклась. Проверяю все с помощью тонкой кисти, контролирую блики и отправляю в лампу. Сегодня воспользуюсь новым гель-лаком от Cosmoprofi 347 номер. Наношу гель-лак в один слой, поэтому сразу довожу до кутикулы. Ставлю кисточку, останавливаюсь, даю гель-лаку растечься возле кутикулы, контролирую, чтобы это было ровненько. Медленно прохожусь по бокам. Смотрю, чтобы гель-лак был нанесен равномерно и отправляю в лампу. Сегодня у меня новый гель-лак от Global Fashion кошачий глаз 24D, номер 11. Сейчас посмотрим, какими он цветами будет переливаться. Все-таки 24D это уже не 5D и не 3D. Но это действительно, я уже не раз им воспользовалась в своих работах. В Инстаграме также есть работы с этим гель-лаком. Он очень всем нравится. Подставляю магнит от кутикулы. Подтягиваю к центру частички и снизу с торца. Получается вот такой вот круглый блик, за которым все гоняются. По бокам чуть-чуть подставляю. Проверяю блик. И повторяю еще раз на ноготке. Мы всегда шутим с клиентами, что с таким гель-лаком, с кошачьим глазом, можно играться очень долго. Еще раз от кутикулы ставлю магнит, затемняю зону кутикулы. Теперь затемняю зону торца. Сбоку чуть-чуть. Равняю блик, чтобы он был кругленький. Можно увидеть и зеленые переливы, и сиреневые, и красные. Я уже пробовала на темно-бордовый наносить этот гель-лак, на черный и вот сегодня на фиолетовый. Отправляем в лампу, сушим 60 секунд. Теперь все покрываю топом. В данный момент у меня глянцевый топ с липким слоем от Элис Браун. Хорошая консистенция у этого топа, он не сильно течет, не сильно густой, хорошо выравнивается и красиво блестит. Вот такой вот результат у нас получился. Блик переливается при движении руки. Ногти то темно-фиолетовые, то с сиреневым блеском, то с зеленцой блеском. На сегодня у меня все. Всем желаю удачи и до новых встреч!